Черная дыра покинула свой дом. Не в центре чего-либо. Просто где-то там, в холодной пустоте между звездами. В 600 миллионах световых лет от нас. Все, что мы знали, гласило, она должна находиться в самом центре своей галактики. Именно там живут эти гиганты. Но это нет. Она весит примерно в 1 000 000 раз больше нашего Солнца, и она на свободе. Блуждает невидимо. Столь тяжелый объект не излучает собственного света. Так как же удалось его обнаружить? Она выдала себя сама. И то, как она это сделала, это и есть вся история. У астрономов было готово прозвище еще до того, как была написана статья. Они назвали ее «космические челюсти». Представьте себе тихий обзорный телескоп, который каждые 2 ночи сканирует северное небо, делая одни и те же снимки снова и снова. Однажды ночью появился источник света, которого раньше не было. Яркий, такой же яркий, как целая взрывающаяся звезда. Очевидным ответом была сверхновая. Умирающая звезда, разрывающая себя на части. Дело закрыто. За исключением того, что свет был каким-то не таким. Эта вспышка была намного горячее, чем должна быть сверхновая. А в спектре ее излучения следы водорода, гелия, углерода, азота и кремния. Разорванные на части остатки чего-то уничтоженного. Это не умирающая звезда. Это звезда, которую пожирают. Когда звезда пролетает слишком близко к черной дыре, гравитация не просто притягивает ее. Она сильнее тянет ближнюю сторону, чем дальнюю, и растягивает звезду в тонкую светящуюся нить. Ученые называют это спагеттификацией. Остатки звезды закручиваются в кольцо, сталкиваются друг с другом, создавая ту вспышку, которую мы зафиксировали. Значит, эта вспышка была трапезой. Убийцей была черная дыра. Но убийца находился не на своем месте. Вот что заставило всех остановиться. Астрономы зафиксировали около 100 таких вспышек от разорванных звезд. Каждая из них находилась в центре галактики, где обитает большая черная дыра. Это нет. Первая в своем роде. Впервые черная дыра питается далеко от того места, где должна быть. Чандра, рентгеновское око НАСА, проверила это место, и рентгеновское излучение тоже было смещено от центра. Затем Хаббл окончательно прояснил ситуацию. В ультрафиолетовом свете вспышка сияла холодно-голубым, ярким и одиноким светом, явно в стороне от сияющей середины галактики. И вот поворот, который превращает это из странного в по-настоящему жуткое. В центре этой галактики есть вторая черная дыра, массой в 100 миллионов Солнц. Тяжеловес, сидящий ровно там, где и должен. 2 гигантские черные дыры, одна галактика. И меньшая из них свободно блуждает. Далеко от дома. Что считается большим расстоянием. Этот блуждающий черная дыра находится примерно в 2600 световых годах от той, что в центре. Это кажется огромным расстоянием. Но на самом деле нет. Не в этих масштабах. Вспомните наше Солнце и гигантскую черную дыру в центре Млечного Пути. Здесь расстояние в 10 раз меньше. В космических масштабах они соседи. Но соседи, которые не держатся за руки. Они не связаны в пару, не вращаются друг вокруг друга. Просто делят одну галактику, как 2 незнакомца в одной комнате. И этот странник не светится, он может скрываться тысячелетиями. Он вспыхивает лишь раз в несколько десятков тысяч лет, когда какая-нибудь несчастная звезда подходит достаточно близко, чтобы он мог ее проглотить. Одна вспышка света, а затем снова тишина. Так как же черная дыра массой в 1 000 000 Солнц оказывается бездомной? Одна из идей довольно жестока. Если поместить 3 черные дыры слишком близко друг к другу в ядре галактики, гравитация начинает игру в пращу. Самая легкая из них выбрасывается наружу. Она изгнана из гнезда, но все еще связана с галактикой, совершая петли в темноте. Существует и вторая история, и она еще более странная. Может быть, эта черная дыра вовсе не беглянка? Возможно, это выжившая, остаток сердца меньшей галактики, которая врезалась в эту более миллиарда лет назад. Астрономы изучили снимки Хаббла в поисках обломков того давнего столкновения. Они ничего не нашли. И все же вторая черная дыра должна была откуда-то взяться. Галактика не может сама по себе породить 2. Где-то в ее прошлом произошло слияние. Изгнана космической пращой? Или же это призрак погибшей галактики? Сейчас никто не может сказать, что из этого верно. Вернемся к тому, с чего начали. Черная дыра. Одинокая в темноте, не выдающая себя ничем.
Причина, по которой она так долго оставалась скрытой, это и есть причина, по которой она важна. Теоретики годами утверждали, что подобные черные дыры, дрейфующие вдали от центров галактик, должны существовать. Но никто не мог этого доказать. Теперь одна нашлась. Ее обнаружили не потому, что она светилась, а потому что проголодалась. И в этом-то все и дело. Мы нашли ее только потому, что звезда случайно попала в нее, пока мы наблюдали. Это означает, что тьма между звездами может быть ими полна. Молчаливые и терпеливые гиганты массой в миллионы солнц дрейфуют там, где нет ни единого луча света. Мы нашли не просто заблудившуюся черную дыру. Мы нашли первую из целой скрытой толпы. В 600 миллионах световых лет от нас, в чернильной тьме между звездами, монстр однажды открыл свою пасть и показал нам, что он никогда не был один.